Всем привет! Наконец-то мне довелось поиграть в Enlisted больше, чем один день, и поэтому хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Как всегда, дисклеймер. Все сказанное – это мое субъективное мнение, и все, что будет сказано, актуально на момент записи видео, и в дальнейшем может измениться. Игра все-таки на данный момент находится на стадии закрытого бета-тестирования, а переход в открытое бета-тестирование планируется в этом году. Точных сроков пока нет. Начиная с плюсов, первое, что хотелось бы отметить, это очень неплохая визуальная составляющая. Отличная, сочная картинка с отражениями, тенями и красочными эффектами, пускай хоть и немного мультяшная. И при этом игра не выглядит слишком требовательной к железу. Еще лучше это воспринимается благодаря проработанности окружения и наполненности мира. Левел-дизайн на высоте, карты наполнены растительностью, всевозможными объектами, укреплениями, разнообразными зданиями с интерьером и прочим другим. Даже грязь под ногами смотрится красиво. Более того, окружение не статично, есть ограниченная разрушаемость. От взрывов и техники рушатся заборы и падают деревья, а растительность колышется при движении через нее. Все это вместе добавляет атмосферности происходящему на экране. Стрельба в Enlisted также вызывает в целом приятное ощущение. Оружие чувствуется хорошо, отдача и разброс в меру простые, но небольшой челлендж создают, а для убийства противника зачастую хватает одного-двух выстрелов. Также сильно порадовала динамика боя. В игре отсутствуют километровые пробежки до точки в надежде не словить пулю из ниоткуда, и в среднем от респауна до перестрелки проходит не более минуты. Следующие моменты довольно спорные, так как обладают как существенными плюсами, так и минусами. Первый – это система передвижения и контроля персонажа, благодаря которой можно взаимодействовать практически с любым объектом, перелезать заборы, вскарабкиваться на выступы, залезать в окна, не застревать в мелких объектах под ногами, ну почти. Но минусы этой системы отчасти в том же. Забраться можно хоть на дом, имея выступ в пару пикселей, пролезть можно хоть в форточку, а при ходьбе всегда есть вероятность подпрыгнуть на метр из-за того, что залез на какой-нибудь условный стол, сам того не желая. Выглядит это все немножко перекрученным. Плюс ко всему, сама система передвижения ощущается несколько инертной и напоминает движение в воде или с огромным тяжелым рюкзаком за спиной. И при резких движениях персонажа как бы немного шатает. Второй спорный момент – это боты. Боты всегда вызывают множество споров. С одной стороны, они являются массовкой в бою, из-за чего баталии выглядят масштабнее. Кроме того, на любого бота из отряда всегда можно переключиться, что увеличивает вариативность в бою. Нужен снайпер? Вот, пожалуйста. Нужен инженер? Бери. Нужен солдат с запасом взрывчатки, которого не жалко потерять? Без проблем, он готов рискнуть. Но с другой стороны, интеллект ботов нестабилен. То они видят тебя сквозь гущу растительности, то они не могут зайти в дверной проем. То они мастерски убивают противников на большой дистанции, то не видят противника и в упор. Иногда и вовсе они выталкивают тебя из-за укрытия, или, следуя за тобой, норовят стать легкой мишенью для противника. В общем, частенько приходится оставлять их где-то в безопасном месте неподалеку и переключаться на них по необходимости. К слову, есть режимы без ботов, но мне он показался не таким масштабным и немного вяло текущим. Но главное, что есть выбор. Система прокачки солдат также пока сомнительно выглядит. Перки немного рандомны, а Академия, с помощью которой можно повысить максимальный ранг бойца, при подсчетах вызывает легкое недоумение. 3 солдат одинакового класса, одинакового ранга и полностью прокачанных можно отправить в Академию, чтобы получить одного солдата с более высоким максимальным уровнем. Отправил 3, а вернулся 1. Что он сделал с остальными? Сожрал их, наверное. Не Академия, а Колизей прям какой-то. При этом, если посчитать, то для бойца 5 ранга нужно 3 полностью прокачанных бойца 4 ранга, а они получаются из 9 прокачанных бойцов 3 ранга.
А эти, в свою очередь, из 27 солдат второго ранга, а вот этих придется уже слепить из 81 бойца первого ранга. Академия Battle Royale объявляет набор рекрутов. Возможно, вы оттуда не вернетесь. Да, в поставках могут дать бойца рангом повыше, что упростит эту задачу, но надеяться на рандом – дело такое. Также немного вызывает опасения наличие донатных премиум отрядов. Ничего не имею против донатов в играх, главное, чтобы премиум отряды не имели большого преимущества перед обычными. Хотя уникальность их оружия и невозможность получить его иными способами, кроме покупки, выглядит подозрительно. Грань pay to win слишком тонкая, но будем надеяться на лучшее. И насколько мне известно, текущая система монетизации может измениться, поэтому заострять сейчас внимание на этом пункте пока рановато. Ну и напоследок мелочь, которая легко правится, но все же пока она есть. Отсутствие в игре мотивации захватывать точки, когда за захват дают всего 50 опыта, а за убийство 30. Убить двух игроков откуда-нибудь из укрытия явно проще и безопаснее, чем рисковать, захватывая точку. Что в итоге? Enlisted оставляет по большей части положительное впечатление. Атмосферный и визуально приятный шутер, к тому же с интерактивным окружением. Что до баланса между аркадностью и хардкорностью, то Enlisted все-таки больше тяготеет к аркадности. Что же до спорных ботов, то можно играть и без них, это уже как кому нравится. Ну а на этом у меня все. Делитесь своими впечатлениями об игре в комментариях, пишите, хотели бы в будущем видеть гайды по игре и по какой ее части именно. И до новых встреч когда-нибудь.